Привет подписчикам и гостям канала. HVL6 2021 года третьей генерации. Полный привод, комплектация топ. Вторая часть обзора. В этой части езда ночью, в этой части езда по городу и в этой части выезд на природу. Поехали! Здесь на панели приборов расход топлива. Сейчас 12,3 литра. Это средний расход за все время, почти 2000 километров. То есть наиболее реальный расход, который сходится с фактическим сделанным по замерам путем доливания до полного бака и расчетом через километраж. Давайте включим систему. Вот, это адаптивный, это интеллектуальный круиз-контроль. Так, все, теперь машина едет сама. Я задаю только скорость, желательно там. Все, вот, например, сейчас я вообще не буду нажимать на тормоз, на газ. Все, радар активирован. Дальше автомобиль едет сам. Могу выбирать дистанцию к впереди едущему автомобилю. Вот дальше, ближе. Вот сама тормозит. Также сама набирает. Еще и подруливает. Вот определяет знаки, что сейчас 40. Сразу, как только проехали знак, сразу переключилась на 40 км в час. Конечно же, она, например, сама не определит красный сигнал светофора, поэтому тут надо будет уже вмешиваться, и если красный, и притормаживать. Так, немножко увеличиваю скорость. Показывает, что сбоку приближается автомобиль. Очень тоже полезная функция, опция. Так, вот сейчас я двигаюсь за автомобилем. Если я захочу его обогнать, так как у меня выставлена скорость, например, 110, я делаю поворотник переключаю, делаю поворот, и все, автомобиль сам набирает скорость. Даже ему 120 поставить. Если я без поворотника, без включения поворота захочу перестроиться, он будет ругаться. Вот, например, сейчас. Вот ругается, да? Видно? Но если я включаю поворот
и делаю перестроение. И таким образом автомобиль слушается. Вообще, насколько я помню, не рекомендуют ночью ездить с этой функцией, но лучше днем делать. Так, вот мы видим впереди едущий автомобиль. Мы запеленговали, и теперь притормаживает машина наша сама. Красивая красная подсветка в салоне. На торпеде вот такой рисунок. Вначале, когда я его увидел, думал, что это просто рекламная фотошопная вставка. Света достаточно. Хочется, конечно, еще и дальний использовать, показать. Но такой ближний, что и дальнего не надо, как я говорю. Здесь у нас населенный пункт, поэтому нужно скорость сбавить. Так, тормозим. Сама тормозит, тормозит сама. Тормозит сама. Вернее, притормаживает. Вот так вот, сильно притормаживает сама. Не нажимаю ни на педаль тормоза, ни на педаль газа. Так что у Apple CarPlay либо у Android Auto не так уж и много плюшек, как оказалось. Даже те, что есть, ограничены в управлении. Ну, к примеру, Viber. Можно только голосовое сообщение прослушать или отправить. Ладно, назад. На приборную панель можно вывести стрелочки навигатора, которые будут показывать направление, метры. Ну что, надо, наверное, обгонять. Показываем поворот. Немножко увеличу скорость ручкой, которая находится под переключением поворотов. И все. Перед поворотом автомобиль сам определяет, что там поворот, и притормаживает. Давайте попробуем включить дальний. По идее должна вырезаться встречка. Вроде бы как работает. Никто нам не моргает. Хотя поначалу я не рисковал пользоваться этой штукой. Как-то стрёмно было людей слепить. Но когда меня уверили, что она работает, моргают нам, да, кто-то. Значит, слепим. Мне все-таки моргают нам. Не работает эта штука. Может, какие-то условия нужны. Опять же, ничего не делаю, кроме подруливания. Автомобиль сам притормаживает, сам набирает скорость.
сбоку видим, что сигнализирует о приближающемся автомобиле. Так же самое происходит и справа. Так, здесь ухожу на разворот, поэтому беру управление. Включаю-выключаю противотуманки. Так с ними, так без них. Вот ближний свет, вот и дальний свет. Ближний, дальний. Так, если я не вижу, куда я еду, например, впереди, включаю камеры. И по камерам тогда можно определить, есть ли препятствия. Выбрал другую тему. Да, вот, к примеру, приехал домой вечером, когда темно. Вот такая вот снизу подсветка. С этой стороны. И с этой стороны таким пятном. Теперь, если захочу закрыть, и включается подсветка. Закрываю, выключается, открываю, включается. Сейчас потухнет. Выехали поснимать где-нибудь, поездить по полям, немножко по пескам. И немножко с погодой не повезло. Конечно, в такую погоду не очень хочется куда-то выбираться. Поэтому, наверное, потом выберем другой день. В начале движения нужно выехать из этого парковочного места, чтобы можно было посмотреть, как помогают камеры. На что можно обратить внимание? На то, как легко поворачивается руль, на то, как легко машина уходит вперед, если нужно. Такой путь, по которому можно будет проверить. Сейчас немножко брусчатки будет, посмотреть, как что стучит, не стучит, как проезжаются переезды.
отличие от седанов, здесь гораздо легче ехать. Запись завершена. Это отличается от обычного стиля моей езды, просто немножко показать. Так, включаем адаптивный круиз-контроль для того, чтобы двигаться за впереди идущим автомобилем. Все, подхватил, едет. То есть метров за 30 примерно, ну может быть 20, я уже чувствую, что система прихватывает тормозные диски, и то есть торможение начинается. Но бывает так, что скорость 60 км в час, и есть ощущение, что ну вот-вот она не затормозит сейчас. А вот как сейчас отреагирует. Видела эту машину, обозначила красной. Тормозит. В то время, когда тормозит система, идет такой легкий хруст. Это ее нормальная работа. Так, система сейчас будет писать, что автомобиль тронулся. И нужно рычажком или педалью газа дать ему знак, что мы хотим ехать. То есть каждый раз на светофоре при полной остановке, если мы в течение 3 секунд не тронулись, то автомобиль будет вас просить задать ему движение. Чем мне самому не сильно нравится эта система, тем, что когда передний автомобиль начал движение, мы немножко подумаем, потом не спеша нажмем на газ, и она вот так вот не спеша трогается. В обычной жизни я бы сильнее надавил на акселератор и был бы ближе к тому автомобилю. А здесь получается вот такое вот расстояние. Пишет, передняя машина тронулась. У нас впереди круговое движение, мы должны уступать дорогу. Конечно, если бы был автомобиль слева, нужно было бы взять управление на себя и пропускать. К примеру, если я захочу послушать какую-нибудь музыку, я нажму на YouTube Play Music, и из выпадающего списка предложений альбомов я могу выбрать какой-то альбом. Нет возможности вводить песню или исполнителя. Это, скорее всего, сделано для того, чтобы вы во время езды не отвлекались. Что касается кондиционирования, вывел для себя формулу оптимальную. Лучше всего, когда кондиционирование осуществляется с обдува лобового стекла. Не с вот этих отверстий воздухозаборников, а с обдува лобового стекла. Тогда оно как бы лучше смешивается, и когда доходит к вам, дает такую оптимальную порцию свежего воздуха, охлажденного. Поэтому у меня всегда стоит на обдув с лобового стекла, и в жару воздух циркулируется внутри, чтобы ему легче было охлаждаться. В записи с ночной съемки иконки были размазаны, это в силу специфики работы линзы камеры. Надеюсь, сейчас будет немножко четче видно.
как отображаются иконки. Ну, что касается восприятия глазом, все идеально. Ничего не отсвечивает, все читается, все цифры видно. Эти маленькие буквы, все London Music, здесь цифры с давлением в шинах вижу, 247, 246. Удобно вести одной рукой, вторая рука лежит на туннеле. Также, например, хочу вернуть назад предыдущую тему. Время движения делать это не сложно. Дисплей. Ну, надо просто запомнить заранее, где оно все лежит. Вот при движении немножко не попадаю, поэтому срабатывает со второго, с третьего нажатия. Это я просто не совсем корректно попадаю во время движения. Запах в салоне с самого начала и еще сохраняется, но уже не такой интенсивный. Присутствует аромат свежего, нового автомобиля. Ну да, нового скорее, чем свежего. И больше присутствует ноток от кожи, скорее всего это краска. Ну, запах нового автомобиля. Так, специально повернул здесь на такой участок дороги с ямами, скажем так, небольшими. Когда я пересел с прошлого автомобиля, с седана, то была очень заметна разница. Прям очень сильно ощущалась. За то время, пока я поездил, месяц и 1 неделю, я уже привык. И уже даже забыл, как было раньше ездить на другой машине. Давайте ям побольше возьмем. Просто проезжает спокойно. 100% подвеска не жесткая. Подвеска ближе к мягкой. Скажем так, умеренно мягкая. 19-дюймовые диски и широкие колеса. Высокий клиренс. Конечно, позволяет проходить такие участки с высокой долей комфорта. На трассе скорость в 150 км в час. Ее как бы не чувствуешь. Абсолютно нормальная крейсерная скорость. Ну, при наличии хорошей дороги, конечно. Конечно, один из минусов, это в кавычках, автомобиля в том, что ты когда едешь, можешь ехать, к примеру, по городу, и иногда ловишь себя на мысли, что немножко уже есть превышение, но тебе кажется, что ты едешь буквально 40-50 км в час. То есть скорость не чувствуется. Вопрос в том, какое внедорожье вы хотите преодолевать на этой машине. Какие-то более серьезные испытания для езды в условиях внедорожья рекомендовали проводить после 5000 километров, после того, как будет замена масла.
Смысл этого заезда не в том, чтобы показать какие-то суперспособности внедорожные, а просто показать, что если вам нужно выехать на природу, то вы это сделаете с легкостью и комфортом, это точно.